Ребята, всем привет! Хочу показать вам свой молодняк, свои подрастающие хойки. Хочу вам рассказать, что происходит с ними. Вы все видели их вход в мой дом, все видели распаковки. Кто не видел еще, можете ознакомиться с этими видео. Ну давайте начнем. Я только что полила вот эти 4 красотки. И есть на что посмотреть, есть динамика. Посмотрите, это Матильдочка. У нее начался рост. Посмотрите, что я недавно увидела. Появляются новые ваечки, я так понимаю. Она пушистая, интересная. Ну вот этот свой усик она засушила по приезду ко мне. Что с корешками у нее? Корешки тоже у нее появились. Посмотрите, какая прелесть. Их еще немного. Ну вот, кое-где они уже нарисовались. В общем, за нее я спокойна. Она мне очень нравится. Это Матильда. Рядом с ней Куртиси. Куртиси был посажен продавцом в количестве 2 веточек. Мой попугай Лимончик вам передает привет. И вот, ребята, одна веточка начала свой рост. Видите, как здорово. Вот эти верхние 2 листика появились у меня. И вот еще растут. А эта веточка рядышком приостановила свой рост. И непонятно. И не сохнет. И не жива, и не мертва. Видите, вот так вот. Она вырастила. Вот как бы показала мне, что она жива. Вот видите. Ну вообще замерла. Застыла. Но я ее не выдергиваю, не трогаю. Очень интересная хоечка, это Куртиси. Я называю ее пиковая дама, потому что листики похожи на такие пики. Вот такая красотка. Так, что по корням у нас тут? Ну, пока особых корешков, прям бурного роста я не вижу. Ну, учитывая то, что она растит листики новые, продолжает свое развитие, это уже хорошо. Так, кто еще меня порадовал и кого я уже полила? Это Эскимо Сплэш. Покажу вам вот этот новый лист. Похвастаюсь вам, друзья. Вот этот листик, похожий на леденец, вырос уже у меня. Вот я такая довольная, довольная, довольная. Вот рядом, по-моему, еще идет вот такой молоденький листик. Да, его не было. Вот появился еще один. В общем, вот такие у нас результаты за неполный месяц. Ну или за месяц, наверное, уже. Так, я сейчас вспомню. Да, ребят, прошел ровно месяц. Вот такие результаты я имею по хоечкам. Я очень рада. Вот эти 3 красотки меня порадовали. И Куртиси, и вот эта красотка, и Сильвер. Эскимо Сильвер Сплэш, да? Да, Сильвер Сплэш. Вот эти листики были у нее. А вот такой новый, красивый вырос. Вот так вот. Она у нас при распаковке вывалилась из грунта, но мы с вами ее квалифицированно посадили. Ну, Матильдочка тоже, думаю, скоро нас порадует новыми ваечками. Буртония, как же она, как правильно? Это DS70, да, по-моему? Буртония, DS70. Вот она, ребята, вот не пойму. Она ничего не растит, я не вижу, по крайней мере. Но вот у нее корневая начала развиваться. Обратите внимание, видите? Значит, она сначала развивает корневую, а потом, видимо, уже появятся новые растущие побеги. Ну, пока вот так уже месяц сидит, ну ладно, не хочет. Смотрите, интересно, была в подарок мне прислана
веточка, череночек неукорененный вот этой вот интересной хуечки, которая называется Black Leaves Крахиниана. Крахиниана — это презентик. Вот так и написано, что это презент. Я просто в перлит посадила, и чтобы вы понимали, вот этих вот листиков не было. Вот сидя в перлите, Крахиниана, да, вот у меня здесь начала расти просто в перлите. Я вот не знаю, не трогаю, пока она вот так растет. В предыдущем видео мы с вами пересаживали вот эти две хуйки. Они пока не показывают никакого своего развития. Я посадила их в смесь универсального грунта и перлита. Это у нас две красотки, у которых в перлите, они приехали в перлите, у них была такая скромная корневая система. Я из перлита вынула. Ой, смотрите, у этого есть корешок. А называется это ETS-10. Ну вот так написал продавец. Вот 13 августа они ко мне приехали. Вот. Здесь что-то есть зелененькое. Давайте мы немножечко увеличим. Да. А может нет. Ну, вроде как что-то там наклевывается, ребят, непонятно. Это был, наверное, листик обломанный. Ну, вот что-то здесь, наверное, что-то все-таки какое-то движение началось. Ну, посмотрим. Терпение, мои друзья, терпение. Надо их немножечко смочить, они уже подсохли. Я буквально чуть-чуть их смочу. Мне так интересно с ними возиться, с этой малышней. Но вы знаете, что я люблю возиться с орхидеями 1,7. Ой, что-то у нас оголился корешок. Но ничего страшного. Я потом его... Сейчас я займу палочку. Немножечко его, может, прикопаю. До земельки. Как-то вот корни наверх растут. Удивительно. Тут можно уже, ну, поставлю подпорочку. Любят очень хойки чувствовать опору и начинают виться по этой опоре. Так, ну так, тяжеленький стаканчик. Так, давайте еще вот этой крахиниане добавим чуть-чуть водички. Это очищенная кипяченая водичка. И немножко лимонной кислоты добавлено. Чуть-чуть. Это я поливала орхидеи, осталась водичка подкисленная. Так. Ну и вот, кого я хочу еще вам показать. Это очень красивая хуя, она мне очень нравится. Это хешкелериана. Я неправильно говорю. Хешкелиана. Вот она тоже мною уже пересажена из перлита. Ну, ребята, молчит. Месяц молчит уже. Уже целый месяц тишина. Ну, ничего страшного. А ну-ка, корешков. Ну, возможно, где-то... Ну, вот это непонятно. Перлит не дает увидеть истинную картину по корням. Ну, вот так вот листики у нее такие интересные, красивые. Так, вы видели еще одну распаковочку. Мне приехало две хойки. Это красивая хоя триколор карноза. У меня есть обычная, но вот приехала триколор. И вот, наконец-то, триколор тоже показал, что он желает расти. И появились листики. Интересно, что вот с таким красным, видите, пигментом. Очень интересно. Ну, кустик хорошенький приехал. Спасибо продавцу. Уже укорененный. Но я думаю, что с этой хоей не будет особых проблем. Хороший у нее
Тургор, такая вот прям отличная девочка. Значит, вместе с ней ко мне приехала вот эта красавица. Очень я ее хотела. Очень я ее хотела. Она и со сплэшем, и с варигатностью. Но все вы ее, конечно, узнали. Она очень замечательная. И вы знаете, у нее тоже началось движение. Наконец-то. Мне кажется, что она хочет выпустить ростик и новую веточку. Видите? Вот здесь, в междоузлии. Я за ней наблюдаю. Это абавата. Абавата. Она не маленькая, но она очень-очень симпатичная, друзья. Листья у нее просто загляденье. Когда ей не хватает водички, она может начать их скручивать. Вот у меня закончилась вода. Воспользуюсь своим пульверизатором. Вот так. Красота. Я сегодня прям порадовалась, когда увидела, что у нее появились какие-то намеки на продолжение жизни. Видите, как здорово. Ну и заключительная королева. Хой, я ее называю. Это эллиптика. Тоже приехала ко мне совсем недавно. И посмотрите, вот она приехала вот с этим листиком. Листик на конце был немножко с пигментом, но постепенно пигмент уходит. И вот я вам покажу, что мы сегодня увидели. Это уже наш домашний листочек. Здесь есть еще один ростик. Ну, за нее я сильно не переживаю. Знаю, что она не шибко капризная, что с ней можно договориться. Сейчас я тоже ее угощу. Она высажена в такой грунт, в котором в основном это кокосовый субстрат, в котором продавец укореняет свои хоечки. Кто-то в перлите вот так укореняет, кто-то в кокосовом субстрате. В общем, я пока ее не пересаживала. У нее видно, что хорошая корневая там развивается. В общем, такая она умница. Умница. Очень интересные у нее листики. И она очень шикарно цветет, но куст тоже вырастает очень большой. В общем, друзья мои, вот такой вам рассказ о моих хоечках. У меня еще есть две взрослые хои. Это Publicalis Silver Pink, огромные, которым вот Publicalisу лет, наверное, 8-9. И огромные у меня есть хоя Карноза, которой 24 года. Ну и захотелось мне еще парочку сортовых хой приобрести. Ну вот пока на этом я остановилась. Буду пробовать, буду выращивать этих девочек. Всех обнимаю, всем мирного неба. Пока-пока. До встречи на моем канале.